Так, друзья, всем привет, меня зовут Семен, мы на канале InvestDnepr. Сегодня будет необычное видео, практически без сценария. Мы сегодня посмотрим одно интересное видео, я его прокомментирую. Потому что то, что я увидел, меня просто повергло в шок, что это пускают в эфир теленовостей. Итак, давайте посмотрим, что же там пустили в эфир. Поехали. Тільки в лікоть міністр охорони здоров'я Уляна Супрун порадила українцям, як саме правильно треба чихати. Да, вы не услышались. В эфире новостей пускают новость, как правильно чихать. То есть они этому учат рядовых украинцев. Вы представляете? Ну давайте посмотрим, как же правильно чихать. І навіть додала фото з прикладами. Шмаркати ж у долоню міністр заборонила. Нові правила носового етикету спеціально для вас дослідила Олександра Мітіна. Исследовала репортер, как правильно чихать. Ну ладно, меня уже вот это вызывает дикий, смех. Чего это только показывают? Вы посмотрите только на это. Это, по-моему, какая-то секс-кукла, какая-то в больнице, а не это для геев каких-то. Они на этом будут показывать, как правильно чихать. Ладно, поехали. Он у нас тоже книжечкой подпертый. На кафедрі отоларингології нас знайомлять із місцевим фантомом. Цей муляж називається Олексій. Головне, що наші вони йому нафарбували губи таким. Розкриті губи і вирячені очі говорять про те, що Олексій саме збирається чхнути. Піднімається язик доверху. Я охренею. По-моему, на это видео главное, чтобы не поставили 18+. Ладно, давайте дальше. М'якого піднебіння. Найгірше, що може зробити людина в цей момент – затулити ніс рукою. Повітря піде у вуха. Олексію це загрожує отитом і навіть розривом барабанної перетинки. Побачити процес зсередини допомагає самурай і ще один тутешній фантом із розрізаною головою. Повітря, яке виходить з дихальних шляхів з дуже високою швидкістю, не знаходить собі місця вільного виходу через ніздрі. Скажите мне, зачем? Зачем эту всю хрень показывать, а? Ой, ладно, давайте дальше. І йде в слухову трубу. Особливо це небезпечно для дітей, у яких слухова труба широка і коротка, і цей шлях у них більш легкий. Якщо б чихати без перешкод, з хворого носа вилітає 100 тисяч мікробів, які розлітаються зі швидкістю 130 метрів за секунду. При чиханні слиз розповсюджується на відстань 2-3 метри. Обережно, двері зачиняються. Какой ужас, как будто бы люди перестанут чихать или как-то будут чихать после этих новостей по-другому. А может быть лучше, чтобы были лекарства в больницах необходимые? Якщо б чихнути посередині трамвайного вагона, мікробами можна почастувати і передніх, і задніх пасажирів. Некоторые едут, на весь салон. У столичному 18-му трамваї хворих непомітно. Кондуктори кажуть, сезон іще не почався. Пасажири налаштовані філософськи. Ничего не возьмет тебе. Пусть чихают на тебя сколько 100 раз. Ну, я бы так не был бы уверен, потому что экология в Украине одна из самых худших, и у нас не хватает определенных витаминов, иммунитет у людей падает, поэтому если все-таки заразный человек на тебя будет чихать, то очень большая вероятность, что твой иммунитет не справится. Но это уже другая история. Тут то, что украинцам нужна какая-то профилактика, опять же, доступные лекарства и необходимые витамины. И что самое главное, про это я чуть позже поговорю, чтобы самое необходимое было в больницах, определенные сыворотки и так далее. Ну, давайте посмотрим до конца этот сюжет. Будем еще прерываться, ну давайте, поехали. Если иммунитет хороший. На питання, як вони б чихають, люди відповідають майже однаково. Прикрий. Тільки не в долоню. Як правильно б чихати порадила на своїй сторінці у соцмережах Уляна Супрун. Вона рекомендує ось такий спосіб. Это она по ходу дела посмотрела какие-то челленджи там вот так вот, когда стоят там вот так вот. И она показала, как правильно чихать.
Не, ну на самом деле, чтобы вы понимали, страничку ее, скорее всего, что ведут какие-то маркетологи определенные, которые отводят внимание общественности, так сказать, от действительно важных проблем. Поэтому мы видим в сюжетах ТСН и прочих каналов дебильные видеосюжеты о том, как правильно чихать. То есть они берут информацию с этой, странички Супрун, кстати, в текстовых новостях тоже очень часто показывают, как там не только правильно чихать, но еще что-то там порадовало и так далее и тому подобное. Как правильно выносить, как правильно вносить больного в палаты там ногами вперед, ну и прочую херню. Они тем самым уводят внимание людей от действительно важных проблем. Ну ладно, давайте же посмотрим. Не забывайте, вот так можно чихать. Як би це не виглядало зовні? Как чихнуть, если все пропало? Если вы здоров... Как правильно нюхать кокаин, да? Ладно. То никакой слизи на рукаве у вас не останется. Експерт з етикету Анна каже, метод Уляни Супрун найестетичніший, якщо чкання заскочило зненацька. В інших випадках варто підготувати серветку. Я прикрываю, да, но в принципе, далеко не убежит. Але найкраще з погляду хоч етикету, хоч медицини – сидіти хворим удома і пчихати вільно наодинці. Олександра Мітіна, Олена Гущик, Дмитро Опанасенко, Ілля Шинкаренко. ТСН 1+1. Сколько у нас там хронометраж? 2 минуты 30 секунд. 2 минуты 30 секунд сделали видеосюжет ТСН о том, как правильно чихать. Понимаете? 2 минуты 30 секунд. Как будто бы что-то от этого поменяется. На самом деле, я еще раз повторюсь, что этим самым они уводят внимание людей от действительно важных проблем. О том, что нету сывороток определенных от, допустим, яда гадюки. То есть, если вас укусит гадюка, то вас уже не спасут. Хотя некоторое время назад, то есть несколько лет назад, сыворотка была определенная, но она была плохого качества. Но были зато американские аналоги, и в случае чего вы могли спастись. То есть сейчас вы не спасетесь. Зато лучше говорить о том, как правильно чихать, вместо того, чтобы говорить о том, что инсулин определенный из-за тупости Минздрава не внесли в реестр. Я об этом делал ролик. Лучше говорить о том, как правильно чихать или еще что-то, вместо того, чтобы говорить о том, что лекарство от ботулизма, да, хранится в Киеве только. И если у вас в регионе, в Одессе, в Днепропетровске, в Днепре, то есть в Харькове, в Запорожье или еще где-то, вы случайно отравитесь и заболеете этим ботулизмом, то сыворотка определенная будет идти из Киева сюда, да, к вам, грубо говоря. И, к сожалению, в первые 2 часа, когда необходимо принять определенное лекарство, она не успеет прийти. Вы тоже, к сожалению, сможете погибнуть. Ну, не сможете, погибнете. Вот про это почему-то не говорится толком. Почему-то говорится про эти дебильные сюжеты, как правильно чихать, опять же, и так далее, и тому подобное. Как будто других проблем нету. А больные диализом, напишите, пожалуйста, в комментариях, как сейчас обстоит ситуация в Украине с больными диализом. Я что-то слышал, что, по-моему, вас тоже хотят посадить на другие пакеты, которые, чтобы понимали, диализ — это болезнь, когда у людей почечная какая-то недостаточная. Я могу чуть-чуть ошибаться в терминах, но смысл в том, что у них почки не справляются с болезнью. Если они сидят на определенных пакетах, которые они там меняют раз в 3 часа, сочувствую очень людям с больным диализом, то они всю жизнь должны вот эти вот пакеты с лекарством и употреблять, так сказать, определенным образом. То у нас вроде бы их хотят перевести на другие какие-то пакеты, а это пагубно не пагубно, а смертельно опасно. Ой, ребята. Зато нам показывают 2 минуты 30 секунд, как правильно чихать. Уводят просто внимание общественности от действительно важных проблем, которые нужно решать. Они говорят тут, точнее, вот об этой всякой ерунде. Ладно, будем заканчивать. Я хотел бы ваше мнение. Интересно ли вам вот такого формата видео, когда мы выбираем какие-то дебильные новости, да, дебильные действительно,
и их как-то с вами обсуждаем. Если вам такого формата ролики нравятся, то будут еще на канале еще такие видео. Все, увидимся в следующем видео. До скорых встреч. Инвестднепр. Будущее за нами. Пока-пока.